Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Василя, и сегодня свяжем вот такие вот красивые слитки. Они очень теплые, мягкие, хорошо сидят на ноге, вяжутся легко и очень быстро. Для того, чтобы связать такие слитки, нам необходимо будет провязать прямоугольник. Ширина прямоугольника будет 19-20 сантиметров, это будет постоянная величина на ногу средней плотности. А вот длину уже будем подбирать по таблице в зависимости от размера ноги. Допустим, я вяжу на размер 38, по таблице это 24,5 сантиметра. Но с учетом того, что полотно тянется, необходимо будет провязать на 1 или 1,5 сантиметра меньше. То есть я провяжу длину 23,5. Для вязания я использовала пряжу Пехорка, детский каприз теплый. Здесь у нас в 50 граммах идет 125 метров, 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. Также нам понадобится крючок номер 4 и игла с большим ушком. До 38 размера понадобится 2 мотка пряжи. Вы можете использовать остатки пряжи и чередовать здесь цвета. И если у вас будет другая пряжа, не схожая с моей по метражу, то необходимо учитывать то, что для данного узора при наборе количество воздушных петель должно быть кратно 3. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества. Оставляем кончик нити сантиметров 20. Далее набираем воздушные петли. Необходимо набрать 33 воздушные петли. Число петель должно быть кратно 3. Делаем петлю. Первая, вторая, третья, четвертая и так далее. 33 воздушные петли. Вот я набрала цепочку с воздушных петель. Старайтесь ее набирать более свободно. Сильно не стягивайте петельки. И длина получилась приблизительно 19,5 сантиметра. Вяжем первый ряд. Провязываем со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю вводим крючок. И провязываем столбик без накида. 2 петельки на крючке провязываем вместе. Далее в следующую. Снова столбик без накида. И так провязываем до конца. Всего должно получиться 32 столбика. Провязываю последнюю петлю. Можно пересчитать по вот этим косичкам. Всего должно получиться 32 столбика. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули. Второй ряд также вяжем столбиками без накида, провязываем со второй петли от крючка. Первая, вторая, либо можно посмотреть вот отсюда. Здесь у нас мы провязываем самую первую петельку вот здесь, с краю. Первый столбик, далее в следующую петлю, второй, следующую. Крючок вводим вот таким образом под обе стеночки полупетли. И также во втором ряду должно получиться 32 столбика. Провязываю последнюю петлю в ряду. Не забывайте ее провязать. Вот здесь она сбоку находится. После провязывания 2 рядов длина у нас чуть-чуть подрастянулась. Стало почти 20 сантиметров. Если вы вяжете очень туго, то я рекомендую взять крючок большего размера. Я вяжу более свободно. Итак, следующий ряд уже провязываем нитью другого цвета. Вот здесь вот мы закончили. Далее провязываем нитью другого цвета и делаем еще одну воздушную петлю. Кончик нити вот здесь вот необходимо подтянуть. Переворачиваем и провязываем в самую вот первую петлю столбик без накида. Далее отсчитываем 3 петли,
Раз, два, три. И опускаемся на ряд ниже. Вот сюда вводим крючок. Вот, раз, два, три и вниз. Провязываем удлиненный столбик. Вытягиваем его хорошо, вот таким образом, на бок. И провязываем. Далее провязываем столбик без накида. Вот здесь вот сверху. Получается под удлиненным столбиком. В петельку вот сюда вводим крючок. И провязываем здесь столбик без накида. Далее вводим крючок в эту же петлю, где мы провязывали удлиненный столбик. И также провязываем снова удлиненный столбик. Теперь далее отсчитываем. Уже снизу будет нам удобнее отсчитывать. Вот по этому ряду. Считаем. Раз, два. И в третью провязываем удлиненный столбик. Далее под удлиненным столбиком вот в эту петлю провязываем столбик без накида. И сюда же снова удлиненный столбик. Раз, два, в третью. Столбик без накида. Снова удлиненный. Вот эти вот столбики находятся между двумя удлиненными столбиками. Прям вот сверху. Вот в эту петлю провязываем. Далее снова в третью петлю. Таким образом провязываем до конца. В конце у нас также будет провязан последний столбик без накида. Довязываем, и я вам покажу. Итак, в конце у нас остается последняя петля. Здесь с краю провязываем столбик без накида. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули. И следующий ряд вяжем только столбики без накида в каждую петлю. Должно получиться также 32 столбика без накида. Вводим вот самую первую петлю, столбик в следующую. И так далее. В каждую петлю провязываем по столбику. Следующий ряд вяжем другим цветом. Провязали последний столбик. Берем нить другого цвета и провязываем петлю. Здесь подтягиваем. Еще одну воздушную петлю перевернули. Провязываем столбик без накида в самую первую петлю. Далее будем провязывать вот такой же элемент. Вяжем удлиненный столбик. Провязываем его вот сюда, вот где у нас идет столбик без накида. В основании этого столбика вводим крючок и провязываем удлиненный столбик. Сюда вводим крючок. Вытягивайте столбик хорошо. Провязали. Далее здесь провязываем столбик без накида. Сразу же сверху вот в эту петлю. И сюда же снова удлиненный столбик. Чуть-чуть его подтягиваем в бок и провязываем. Далее снова под вот этот столбик провязываем удлиненный. Далее столбик без накида. И снова удлиненный столбик.
Провязываем в последнюю петлю столбик без накида. Воздушная петля, перевернули. И последующий ряд вяжем столбиками без накида до конца. Провязываем сюда вот в первую петлю, в следующую, до конца. Должно получиться также 32 столбика. Далее ряды у нас повторяются. Снова меняем цвет и будем провязывать в следующем ряду удлиненные столбики. Провязали. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем. Провязываем в первую петлю столбик без накида. И снова здесь, под вот эту галочку, провязываем удлиненный столбик. Затем над ней столбик без накида и снова сюда же удлиненный. Провязываем под следующую. Итак, вяжем ряд до конца. В конце столбик без накида. Одна воздушная петля, перевернули и вяжем полностью ряд столбиками без накида. Снова здесь меняем нить и провязываем точно так же. Узор у нас повторяется. Вяжем необходимую длину. Вот я провязала необходимый размер. Последний ряд у меня столбики без накида. В ширину получилось 20 сантиметров. И в длину я вязала на 38 размер 23,5. Как мы смотрели уже по таблице, на 38 размер длина стопы 24,5, и мы берем минус 1 сантиметр с учетом того, что полотно у нас тянется. В конце, как провязали последний столбик, остается ниточка для сшивания. Ее полностью протягиваем через петлю. Вот эта сторона, это у нас будет мысок слитка. А вот это мы будем собирать сейчас в сторону пятки. Итак, вот где мы провязывали столбики без накида по вот этой стороне, это у нас идет изнаночная сторона. Где мы провязываем удлиненные столбики, здесь у нас лицевая сторона. Далее продеваем кончик нити в иглу. Мы собираем сейчас пятку, складываем полотно таким образом, чтобы лицевая сторона была внутри. Складываем пополам, находим здесь крайнюю петлю и иглу заводим с одной стороны, здесь под петельки, со второй. Затем вот так с этой стороны заводим иглу и таким образом прошиваем. Прошиваем не до конца. В конце оставляем где-то 1,5 сантиметра не прошитыми. Далее в конце здесь собираем по краю петельки и стягиваем. Аккуратно стянули и еще прошиваем вот здесь вот вокруг, закрепляем нить. Вот так выглядит изнаночная сторона. Здесь у нас идет шов. И вот таким образом лицевая. У нас здесь получилась аккуратная пяточка. Далее стягиваем мысок. Это у меня лицевая сторона.
По краю собираем все петли до конца. Далее аккуратно стягиваем и прошиваем. Я отметила маркером, докуда мне необходимо прошить. Здесь остается вот отверстие для ноги. Здесь у меня приблизительно 12 сантиметров. Когда будете пришивать, можете примерять. Теперь здесь главное, чтобы у вас совпадал рисунок. И прошиваем. Я вывернула следок на лицевую сторону, и теперь осталось сделать обвязку. По краю я здесь обвязываю столбиками без накида. Вытягиваем петлю, провязали, и в каждую петельку провязываем по столбику. Таким образом движемся по всему краю. В конце делаем соединение соединительной петлей. И далее по краю проходим соединительными петлями. Заводим крючок под каждую петлю и вытягиваем петельку. Вот такие у нас получились красивые следки. Они очень мягкие, удобные и вяжутся действительно не так сложно. Переходите на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы и не забудьте подписаться. Встретимся в следующем мастер-классе.